Всем привет! Меня зовут Данила Савенков. Я работаю во ВКонтакте, а кому-то из вас, возможно, я знаком как автор той самой статьи на Хабре о том, как эффективно валидироваться на небольших и очень шумных датасетах. Я очень рад, что эта секция по Interpretable Machine Learning все-таки попала в сетку DataFest, поскольку это такая очень горячая и очень обсуждаемая во всем мире тема, и было бы, наверное, неправильно делать такой большой-большой-большой Data Science Meetup без большого разговора об этом. Ребята, мои коллеги по секции, очень полно и здорово рассказали о том, как рассказали и еще расскажут, о том, как интерпретировать модели машинного обучения. Особенно те модели, которые считаются черными, ну или прозрачными ящиками. Я хочу попробовать пойти немножечко дальше. Давайте представим, что у нас есть уже модель машинного обучения, которую мы уже обучили, провалидировали, она очень хорошо работает, мы ее даже уже интерпретировали. И мы хотим теперь сделать какие-то из этого такие аналитические выводы. Нас будут особенно интересовать выводы, связанные с тем, как зависит наша целевая переменная от признаков. Сразу скажу, что это такая скользкая, опасная дорожка, и я бы хотел более подробно поговорить о том, что именно может пойти здесь не так. Давайте начнем с того, что вспомним вот то, о чем говорила Ира, про разные типы интерпретируемости. У нас есть какая-то наша целевая переменная, мы ее по традиции назовем y. И есть признаки, которые мы будем называть иксами. Они как-то совместно распределены. И у y есть какое-то условное мат-ожидание при условии x. Мы его будем обозначать p, y при условии x. Черт его знает, почему p, то есть надо было, конечно, писать e, но уж как есть. Вот. Что делает наша модель машинного обучения, вообще любая модель машинного обучения? Она пытается вот это p, y при условии x как-то оценить и выдает нам свою оценку p с крышкой, y при условии x. И когда мы говорим о интерпретации моделей постфактум, мы в основном изучаем именно вот это p с крышкой от y при условии x. Как вот эта штука зависит от иксов, которые модель получает на вход. Сейчас нас будет интересовать что-то сильно другое. Мы будем пытаться понять, как зависит сама моделируемая величина от признаков. То есть в какой-то степени мы будем пытаться понять, как устроено само мат-ожидание p, y при условии x. И сейчас мы увидим, что на самом деле, даже если модель машинного обучения очень хорошо работает, абсолютно не факт, что вот эта штука с крышкой будет равна или даже близка вот этой штуке без крышки. То есть это два совсем разных процесса, которые друг с другом не связаны. Интерпретация модели, интерпретация этого P с крышкой и интерпретация процесса, понимание того, как устроено настоящее условное мат-ожидание. Первое и самое такое простое, что мы можем делать в рамках попытки интерпретировать процесс, то есть понять, как устроено явление, которое мы пытаемся моделировать, это находить топовые предикторы. Находить те признаки в датасете, которые сильнее всего связаны с целевой переменной. Я уверен, что многие из вас сейчас подумали про важности признаков в градиентном бустинге. Но из того, что я уже сказал, должно быть понятно, что вообще это не очень хорошая идея. Feature importance в градиентном бустинге — это про интерпретацию моделей, это про интерпретацию вот этой нашей P с крышкой. И в топе по импотенсу будут те признаки, которые сильнее всего влияют на P с крышкой. И абсолютно не факт, что это будут те же самые признаки, которые сильнее всего влияют на саму P. Но давайте начнем с чуть более простого случая, со случая линейных моделей. Что обычно говорят про линейные модели те люди, которые очень любят линейные модели? Они говорят, что линейные модели абсолютно интерпретируемы и прозрачны, что они очень быстро обучаются и очень быстро выдают предсказания, и что они устойчивы к переобучению. Это все в какой-то степени правда, но наряду с этим у линейных моделей есть большое количество проблем. Особенно много этих проблем тогда, когда мы пытаемся интерпретировать веса линейной модели как предсказательную способность признака. Давайте посмотрим, что может пойти не так. Ну, первая штука очень простая. Это масштабирование признаков. Если мы признаки не привели к одному масштабу, то есть к одному STD, то смотреть на веса абсолютно бессмысленно. Чем больше масштаб признака, тем при прочих равных у него будет меньше вес. То есть масштабирование признаков, оно не только про сходимость модели, вот про эти картинки, но еще и про то, как мы потом будем интерпретировать веса. Но это просто и понятно, мы сразу пойдем дальше. Второй момент. Нужно понимать, что линейные функции — это очень-очень-очень ограниченное семейство функций. Они могут моделировать только линейные взаимосвязи. И в связи с этим, на самом деле, адекватно сравнивать веса при признаках можно только тогда, когда эти признаки, правда, имеют одинаковое распределение.
Давайте рассмотрим вот такой примерчик. У нас есть бинарный признак и есть признак вещественный. Как может таргет зависеть от бинарного признака? Мы для определенности рассмотрим здесь такой вот вещественный таргет, хотя это абсолютно не важно. Вещественный таргет может зависеть от бинарного признака как-то вот так, как показано на скеттер-плоте. То есть других вариантов, по сути, нет. И любая зависимость, которая может быть у таргета от бинарного признака, целиком и полностью всегда может быть описана линейной функцией. И, соответственно, всегда, какая бы зависимость ни была, она будет напрямую влиять на вес при этом признаке. Теперь обратимся к вещественному признаку. Таргет от вещественного признака может зависеть огромной кучей разных способов. И далеко не все из них могут хоть как-то быть описаны линейной зависимостью. И, соответственно, далеко не любая зависимость будет хоть как-то влиять на вес при этом признаке. И получается, что у нас есть бинарный признак, где как только появилась зависимость, сразу увеличился вес. И вещественный признак, где могут быть такие зависимости, которые никак на вес не влияют. Поэтому вот всегда нужно об этом помнить. Еще небольшой слайд про ограниченность линейных моделей. На самом деле вес в линейной модели — это всего лишь мера силы линейной взаимосвязи. Это не какой-то прокси на предсказательную способность, а это вот именно мера силы линейной взаимосвязи или линейной разделимости, если мы говорим про задачу классификации. Если взаимосвязь в данных какая-то другая, она никак не будет влиять на вес, даже если она будет очень сильной. В этом плане вес в линейной модели чем-то похож на корреляцию Пирсона, про которую, я уверен, многие из вас видели вот эти замечательные картинки. Особенный интерес представляет нижний ряд картинок, где совершенно очевидно, что признаки очень сильно друг с другом связаны, но при всем при том корреляция равна нулю. Вот с весом при линейных моделях будет происходить ровно то же самое. И, наконец, самое интересное про линейные модели. На самом деле линейные модели очень часто и очень легко переобучаются. Они переобучаются, если у нас либо достаточно много признаков, либо признаки сильно друг с другом коррелируют. Обычно в датасетах либо то, либо другое, либо и то, и другое сразу присутствует. И поэтому почти всегда линейные модели регуляризуют. И вот тут мы огребаем достаточно много проблем. Дальше я буду показывать всякие демонстрации, там, картинки и так далее. Все это есть в Kaggle кернеле, который доступен либо по ссылке, либо вы можете просто найти мой профиль на Kaggle и там найти соответствующий кернел. То есть все это с кодом можно будет отдельно потом посмотреть. Итак, поехали. Начнем с L2 регуляризации. Рассмотрим вот такой вот модельный датасет. У нас есть 6 признаков, которые друг с другом не коррелируют. Мы обучили на этих признаках лог-регрессию и посмотрели на веса лог-регрессии. Это левая гистограммка. Все выглядит достаточно стандартно, адекватно. Мы видим, что у нас фича Capital Gain 0 — это топовая фича, по крайней мере, в терминах линейной разделимости классов. А теперь сделаем такую хитрую штуку. Возьмем и добавим в датасет еще 19 признаков, которые будут коррелировать на 0,99 вот с этим самым Capital Gain 0. Добавили, подобрали еще раз коэффициент регуляризации и посмотрели, что произошло с весами. И обратите внимание, вот гистограммка справа, что с весами произошла очень неприятная штука. Вся эта история с capital gain'ами, она сильно съехала вниз. И если бы мы изначально получили вот такой вот датасет, как справа, в котором есть много скоррелированных предикторов, мы бы решили, что вот этот capital gain — это, вообще говоря, и неважный предиктор. И что самые топовые фичи, они вот те, которые попали в топ на правой гистограммке. Что на самом деле неверно. На самом деле capital gain в рамках линейной разделимости — это самый хороший предиктор здесь. И если capital gain 0 — это хороший предиктор, то все, что с ним коррелирует на 0,99, абсолютно логично, что это тоже настолько же хорошие предикторы. Но вот, тем не менее, происходит такая каннибализация весов, как бы они друг у друга эти веса немножко откидают, и все съезжают вниз. Но помимо L2 регуляризации бывает L1 регуляризация. Давайте посмотрим, что будет в этом случае. В этом случае мы получаем другую проблему. Обратите внимание, что достаточно много этих признаков, которые называются capital gain, получили вообще нулевой вес. Ну и опять же, если бы мы изначально имели дело с вот таким вот датасетом с кучей коррелированных предикторов, мы бы подумали, наверное, это мусор, оно вообще никак не предиктит таргет, давайте его выкинем. И это был бы неверный вывод. То есть, может, выкинуть-то это и можно, и оставить только пару признаков из этой всей коррелирующей пачки. Но говорить о том, что таргет с ними не связан, категорически неправильно. И нулевой вес здесь получился не потому, что эти признаки плохие, а просто потому, что они принадлежат вот этому вот коррелирующему семейству. И L1 регуляризации так удобно работать. Она из коррелирующей пачки признаков выбирает несколько, раздает им большие веса, остальные все просто зануляет.
И вот здесь я хотел бы обратить внимание на то, насколько отличается, собственно, интерпретация модели от интерпретации моделируемого явления. В плане интерпретации модели лог-регрессия действительно абсолютно прозрачна. И действительно предикт вот этой модели никак не будет зависеть от тех признаков, которые получили нулевые веса. Но в то же самое время говорить, что таргет от этих признаков не зависит, ну, достаточно наивно. Вот такие дела происходят с лог-регрессией. Давайте перейдем к более сложным моделям. Рассмотрим градиентный бустинг. У градиентного бустинга есть такая штука, как feature impotences. И попробуем, как она справляется с этой проблемой. К сожалению, оказывается, что большинство методов, которые считают feature impotence, точно так же, как L2 регуляризация в линейных моделях, делят этот impotence между коррелирующими предикторами. Тут приведен списочек то, что я попробовал. Опять же, в кернеле вы можете найти подробно для вот каждого из этих методов, как именно я это делал и что получилось. Есть, да, вот здесь картинка, что происходит в случае sharp values. И видно, что capital gain 0. Он был на 4-м месте и сместился потом на 5-е. И общий импотенс, то есть размах вот этой горизонтальной штуки, он сильно уменьшился. Странно, кстати, что сегодня не было разговора про sharp values. Это такая, на мой взгляд, на сегодняшний день прям must-have либо для интерпретации деревянных моделей. Но, тем не менее, пойдем дальше. Есть небольшое исключение из этого правила. Это gain, который считается в XGBoost по умолчанию. Я должен пару слов, наверное, про это сказать, чтобы вы поняли, в чем тут идея и его отличие. Что такое вообще gain? Когда мы строим решающее дерево и делаем очередной сплит, мы тем самым уменьшаем ошибку на обучающей выборке. Если мы рассмотрим какой-то признак и рассмотрим все сплиты по этому признаку, сложим вот эти уменьшения ошибки, мы получим такую штуку, которая называется total gain в XGBoost. Или которая в LightGBM называется просто gain. А если мы вот эту метрику еще поделим на количество сплитов по фиче, то мы получим то, что называется гейном в XGBoost. И это на самом деле это средний гейн по сплиту. То есть это средний гейн, который приносит один сплит по вот этой фиче. Это достаточно шумная метрика, которая именно как feature importance не очень адекватна, но зато она вот чуть-чуть лучше работает в плане обнаружения каких-то важных предикторов в пачке скоррелированных. То есть видите, у нас какие-то из capital gain'ов все-таки выбрались в топ. Понятно, что это не панацея, и все равно плохо то, что большинство из этих зависимых признаков у нас где-то там в самом подвале. Но, тем не менее, это по-другому, не так, как в других методах. Теперь, почему я сказал, что как feature importance это не очень хорошо? Ну, давайте подумаем, как градиентный бустинг работает со скоррелированными фичами. Ну, наверное, он использует их более-менее равномерно. То есть, если у него есть 20 признаков, практически одинаковых, ну, на каждом сплите ему все равно, какой использовать, и эти признаки будут использоваться равномерно и примерно в 20 раз меньше, чем один из них использовался бы, если бы он был единственным. То есть, та картина, которую демонстрировал Шап, о том, что важность признака именно для модели, когда у нас есть скоррелированная пачка, уменьшается, она как бы, эта картина логична и справедлива. Вот эта штука, что у нас capital gain 1 там в самом топе, она не очень логична. Ну, кажется, что если вот этой штуке верить, то ну давайте уберем capital gain 1, обучим еще раз модель, должно стать значительно хуже. Понятно, что значительно хуже не станет, но просто потому, что вот все, что обведено красным, коррелирует на 0,99, и ничего не будет от того, что мы одну из этих фичей уберем. При всем при том, есть возможность честно оценивать эти штуки, честно оценивать предсказательные способности. Как, например, это можно делать? Мы можем взять и построить модель, которая использует только один признак. Построили такую модель, оценили ее перформанс, и будем использовать этот перформанс в качестве прокси на предсказательную способность признака. Понятно, что это очень серьезный трейд-офф. Мы совершенно никак не учитываем интеракции признаков, которые могут быть прям очень-очень важны. Но зато мы избавляемся от кучи проблем, которые связаны вот с этими коррелирующими предикторами. И выглядит это как-то вот так. То есть, наконец-то мы получили логичную картину. У нас признак был на 4-м месте по импотенсу и остался на 4-м месте по импотенсу, но теперь он там живет вот этой всей дружной компанией из 20 своих коррелирующих версий. Понятно, что это тоже не панацея, и отказываться от интеракций, ну, вряд ли имеет смысл. Но при всем при том совершенно честно оценить важность признаков именно для, то есть связь признаков с целевой переменной в условии большого количества признаков, учитывая взаимодействие между признаками, это прям очень сложная задача, и тут нужно как-то изворачиваться. То есть как-то комбинировать вот эту штуку с feature importance, с еще чем-то и так далее. То есть, к сожалению, готового рецепта я предложить не могу. Я только описываю проблемы, которые бывают. Еще
одна вещь, которая нас может интересовать. Это характер зависимости таргета от признаков. Часто мы пытаемся понять, как выглядит примерно зависимость среднего таргета от признаков. И опять же, здесь есть соблазн использовать методы для интерпретации моделей. То есть существуют методы, которые позволяют понять, как изменяется предикт модели в зависимости от изменения признаков. Давайте посмотрим, что может пойти не так, если мы будем использовать эти методы для того, чтобы оценивать, как зависит от признаков таргет. Есть такая штука, про которую уже говорили, partial dependence plot. Давайте мы построим вот этот partial dependence plot для одного из признаков в нашем датасете, пока еще мы не добавили кучу скоррелированных фичей. То есть обучили там бустинг на исходной версии датасета с 6 признаками и построили такую зависимость. Предсказание от значения этого признака. Получили достаточно логичную и хорошую картинку. И, казалось бы, все здорово. Но окей, пока у нас не было проблем, связанных с коррелирующими признаками. Давайте мы их добавим и сделаем все то же самое. Добавили, сделали все то же самое, получили вот такой вот мусор. На самом деле здесь, может быть, скорее всего, вам не видно, тут масштаб по вертикальной оси уменьшился на 2 порядка. То есть если там это была действительно содержательная зависимость, здесь просто что-то близкое к шуму. Но давайте вспомним, что вот этот признак capital gain 0, он уходил куда-то в самый-самый подвал по feature importances, когда мы добавляли коррелирующие версии. Давайте возьмем не capital gain 0, а что-то из вот этой коррелирующей пачки, но что находится чуть-чуть повыше по важности. Взяли вот эту штуку. Это capital gain 1, самый топовый признак по шапам из коррелирующей пачки. Построили такую же историю и получили вот следующую зависимость. Кажется, это что-то чуть более содержательное. При всем при том, все равно здесь масштаб совсем не такой, как был изначально, и зависимость не такая выразительная. И вот в этом случае я должен сказать, что есть абсолютно честный способ, который вообще всегда нужно использовать для того, чтобы вот такие зависимости строить. Способ совершенно straightforward. Мы просто делим признак на бины, далее в каждом бине считаем средний таргет, оцениваем погрешность этого среднего таргета, все рисуем на графике. И как бы профит мы получаем вот такую красивую штуку, которую уже потом, наверное, имеет смысл сравнивать с тем, что нам выдает partial dependencies. То есть понимать, насколько предсказание модели зависит от признака, похоже на то, как зависит таргет от признака. Понятно, что эта штука совершенно не испортится от того, что у нас есть коррелирующие предикторы, там еще что-то и так далее. Что хотелось бы сказать в итоге? Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что интерпретация модели и интерпретация моделируемого явления — это прям сильно разные вещи. Интерпретируя модели, мы можем, в принципе, как-то оценить зависимости, которые есть в наших данных, но есть много подводных камней. Особенно их много в случае линейных моделей. Они связаны с масштабированием признаков, с разными распределениями, с тем, что модель моделирует только определенный характер взаимосвязи, с тем, как влияет регуляризация на все это дело. В градиентном бустинге тоже есть проблемы, связанные с тем, как feature importances делятся между коррелирующими признаками. Нужно помнить, что эти все штуки можно изучать непосредственно. Это более честно, но в ряде случаев это какой-то трейд-офф, связанный с тем, что мы не учитываем взаимодействие. И понятно, что это все нужно комбинировать для того, чтобы правда понять, как устроены наши данные. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, если вам было интересно это слушать, вам, наверное, будет интересно прийти и поработать со мной, позаниматься ранжированием ленты ВКонтакте. Ссылочки в описании или пишите мне в Slack, договоримся, пообщаемся, будет здорово. Всем спасибо. Да, я готов отвечать на вопросы. Да, спасибо за доклад. Я так больше, знаете, такой дискуссионный хочу вопрос задать. Вот в эконометрике есть базовое правило. Все коррелирующие фичи надо выкидывать с самого начала. Хочешь оценить, насколько сильно коррелирующая фича, вторая из них дает дополнительную информацию, посчитай ошибки и добавь в модель ошибки вместо второй фичи. А вот с точки зрения вот вашего рассказа, такой подход разве не считается более логичным? Это хороший вопрос и хорошее замечание, но дело в том, что часто мы имеем дело там с десятками тысяч фичей, которые абсолютно не все вещественные, какие-то категориальные, какие-то еще там какие-то. И посчитать, правда, все попарные корреляции и выкинуть все, что коррелирует, и оставить то, что нужно,
но это отдельный прям серьезный челлендж. То есть если мы действительно хотим получить какую-то офигеть какую содержательную интерпретацию модели, да, это здорово. Чем больше признаков, тем при прочих равных нам тяжелее интерпретировать модель даже в смысле интерпретации модели, а не в смысле интерпретации процесса. То есть вот эти все sharp values и так далее, но они, чем больше признаков, тем они более странно будут выглядеть. Но когда у вас есть 10 тысяч совершенно разной природы признаков, то это правда сложно. Ну, то есть сложность алгоритмов, которые вы рассказывали, она значительно ниже, чем сложность расчета корреляционной матрицы. Сложность не в расчете корреляционной матрицы, а в том, чтобы понять, что оттуда выкинуть и что там оставить. Ну, то есть получается, что допустим, мы рассчитали корреляционную матрицу. Дальше нам нужно ввести какие-то трэш-холды, с которыми признаки друг с другом могут коррелировать или не могут коррелировать. Понять, что выкидывать, что оставлять. То есть будет пачка коррелирующих фичей, какую из них выкинуть, какую оставить, тоже не всегда понятно. Вот как бы тут такая история. То есть, на мой взгляд, это правда очень сложная задача, когда у нас достаточно широкие датасеты. Ну, вопрос спорный, что лучше. Ладно, спасибо. Добрый день, спасибо большое, очень классный доклад, очень важное замечание про процессы и модели. А как насчет рассмотрения не только единичных предикторов там, на единичной, на одной фиче, а на комбинациях фичей? Потому что я вот, например, регулярно пользуюсь таким методом. В принципе, это дорого только когда ты сложные модели используешь. Ну, смотрите, если мы говорим про комбинации из двух фичей, окей, это как бы нормально, это можно сделать, и это реализовано где-то. Если мы говорим про комбинации из 3 фичей, их уже будет намного больше. Если там из 10 фичей, мы как бы это все просто не переберем физически. Поэтому да, это здорово, классно и нужно делать, но вопрос в том, где остановиться. Добрый день, спасибо за доклад. 2 небольших вопроса. Первое, вот в одном из последних слайдов вы показывали о том, что имеет смысл рассматривать корреляцию по бинам, относительно таргета. А не очень понятно, чем таргет в этом смысле отличается от любой другой фичи. Грубо говоря, допустим, у нас датасет какой-нибудь химической реакции, мы прогнозируем что-нибудь в результате, и очевидно, что там химическая реакция будет скорее зависеть от температуры, так как еще одной фичи, и там будут разные корреляции, чем от таргета. Почему именно таргет? Я, честно говоря, не очень понял вопрос. То есть... У нас есть, например, 2 фичи и таргет. Вы предлагаете разбить таргет по бинам и смотреть корреляцию каждой из фичей с таргетом. Не, я предлагаю наоборот, разбить фичу по бинам и смотреть не корреляцию, а среднее значение таргета в каждом бине. То есть это просто выборочное среднее, которое мы можем оценить и посчитать погрешность, с которой мы это измерили. Понятно. Тогда, соответственно, возникает вопрос, почему мы по бинам разбиваем именно эту фичу, а не другую? То есть, например, в бине какой-нибудь другой фичи у нас может быть корреляция с нашей первой присутствовать, а в другом бине не присутствовать. Еще раз пример. У нас при высокой температуре реакция идет каким-то одним образом, и, соответственно, какая-нибудь фича имеет смысл. А при низкой температуре реакция идет другим образом, и фича какого-нибудь элемента не имеет смысл. Вот. Да, я понял вопрос. Это опять вопрос про взаимодействие признаков, про то, что иногда один признак как бы в отдельности работает принципиально не так, как он работает в совокупности с каким-то другим признаком. Это этот вопрос. Да, но опять же тяжело понять, где останавливаться. Если перебрать все пары признаков, наверное, это еще какая-то вменяемая какая-то задача. Все тройки уже сложнее. И как бы вопрос, а где нам нужно остановиться? Понятно, это отдельно. Второй тоже короткий вопрос. Собственно, про смысл всего этого упражнения. Потому что когда вы рассказывали про корреляции в линейной регрессии, понятно в целом, что у нас коэффициент линейной регрессии, мы увеличили признак, он увеличился таргет, допустим, в столько раз, во сколько, значит, это коэффициент. А вот в случае с решающими деревьями значение корреляции, оно вообще трудно само по себе интерпретируемо. Понятно, что чем больше, тем лучше, тем больше как бы влияет в модели, чем меньше влияет. Но конкретно чем у нас 0,05 отличается от 0,06, это сложно человеку понять, с одной стороны. С другой стороны, это, видимо, что это вообще другое пространство. То есть чем больше корреляция у фичи, то скорее тем более сенситив наше дерево к этой фиче, больше порезано, скорее всего, будет более изменяться. И отсюда это вопрос, а как, собственно, это использовать? Вот вы показали, что наверное, картинка более хорошая, менее хорошая, а для чего? Вот мы получили какие-то значения фичи импотенса. В первую очередь я показал это для того, чтобы предложить не
доверять очень сильно вот этим всем штукам, которые выдают разные feature importances. Не доверять какой задаче, простите? И понимать, что речь идет именно про влияние на предсказание модели, а не про влияние на, собственно, таргет. Потому что порой, я встречался с тем, что по feature importances, по разным feature importances, делают выводы о том, как может быть устроен сам процесс и что влияет на таргет. И вот на самом деле тут есть моменты, что не всегда одно отражает другое. То есть иногда то, что сильно влияет на... скорее часто бывает то, что совсем, например, не влияет на предсказание модели, может сильно влиять на таргет. А задача-то какая там? Feature selection произвести, оптимизацию или что? То есть... Задача просто понять природу явления. Немножко копнуть вглубь, понять, от чего принципиально зависит или не зависит таргет.